Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад на неделю с 5 по 11 августа. Второй расклад – события ближайшего будущего. Давайте узнаем, какие энергии для вашего знака зодиака видят карты на предстоящую неделю. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Какое-то сожаление может быть либо о деньгах, либо связано с конкретным человеком, или какое-то ваше дело, которым вы занимаетесь, или творчество, не совсем в том контексте продвигается. А для кого-то из вас, может быть, с учетом четверки мечей, какая-то встреча, может быть, намечалась, но возможны варианты. Или это связано с отъездом человека, или наоборот, с невозможностью приехать. Вот есть какой-то такой нюанс. Либо деньги, либо какая-то история ваша, может быть, и личная. Или когда прогресс в вашем творчестве идет не теми темпами, как вы хотите. Но это лишь карты, которые перевернулись. Давайте в нашем еженедельном прогнозе зададим традиционные вопросы. И карты достану сама. Первая карта – что важно знать? Или какая сфера жизни для вас будет наиболее активно проигрываться на неделе с 5 по 11 августа? Неожиданности. Или чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю, как видят карты. Личная жизнь. Вопросы личной жизни. Что же будет важно? Верховная жрица. Ну, это та, которая все знает. Это та, которая умеет слушать интуицию. Это та, которая умеет анализировать внешнее и то, что то, что вызвало внешние события или какие-то последствия. Причина следствия есть по этой карте тоже. То есть всегда верховная жрица изображена между двух колонн, темной и светлой. Так вот, это светлое – это то, что нам либо транслируют, либо то, что есть наяву. А темное вот как раз нас к этому и приглашают для себя прояснить, что, может быть, ей служило катализатором развития определенной ситуации. Или какие-то моменты в отношениях, что послужило. То есть причину нам нужно увидеть. Для кого-то из вас, пусть это будет план на последующий период, значит, тоже нужно что-то просчитать на пару шагов вперед. Что важно знать, по этой карте вам предлагает карта себе много не рассказывать. Скрывать свои намерения, где-то планы. Вы можете, кстати, быть также озадачены, что вам кто-то полностью не раскрывается. Имеет какие-то свои видения, может быть, но с вами по какой-то причине не делится. Есть определенная скрытность, что важно знать. И она может касаться как и вас. Может быть, вы, где-то не доверяете или в чем-то сомневаетесь и тоже будете скрывать. Но тогда каким-то образом, да, если все скрывают, нам нужно все равно договариваться. Но насколько вы будете готовы открыты миру или насколько вы будете готовы глубоко совершить какой-то разговор, это будет зависеть от каждого из вас в отдельности и какой-то вашей индивидуальной истории. Чему сейчас не время? Что может помешать? Карта дурака или карта нулевого аркана Шут. Хаос перед началом творения. У кого-то перевод отношений на новый уровень, у кого-то новая работа, у кого-то новые законы, еще один старший аркан, когда нужно что-то определиться, решить или решиться на что-то. В неожиданностях это новые возможности, безусловно, по этому аркану. Но это должны быть те возможности без какой-то зоны риска. Девушка нам изображена, которая как бы прогнулась, держась за сухую палку и очень опасно, в опасном положении оказалась над обрывом. И более того, она держит еще как прообраз Грааля или какой-то священный сосуд, в который она верит, какую-то идею верит. Но вот эта вера, она не должна вам затмевать буквально глаза, и вы не должны буквально собой рисковать или
сделать, предпринять точнее, какие-то действия, которые в последующем могут вам осложнить некоторым образом жизни. И сама по себе идея, инсайт, все это прекрасно, новый путь, какая-то как новая страница вашей личной истории. Вот это все может быть. Но есть то, что не лежит где-то в сомнениях ваших, понимаете? А вот собой не рисковать определенно стоит. И здесь больше нам о чем говорят? Не о философии, нет, отнюдь, мои дорогие. Здесь нам конкретно говорят, вот он обрыв, и ты где-то что-то можешь сделать неправильно. Поэтому будьте материалистами на этой неделе, чтобы увидеть все подвохи. Они как раз и будут, знаете как будто может быть какой-то нюанс, когда вы его можете не заметить. Из-за чего? Вы будете на глубине своих мыслей или какой-то философии. Поэтому философию оставьте для безопасных мест, может быть, для дома, обдумать какую-то ситуацию. Во всех остальных ваших планах, когда вы куда-то отправляетесь, когда вы какие-то разговоры важные совершаете или вы на что-то решаетесь, вот здесь нужно быть в моменте, здесь и сейчас. С одной стороны, чего-то не упустить, значимого, который новые перспективы открывает, но и с другой стороны, чтобы не сглупить буквально. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Семерка мечей, карта вора. Не время замышлять какой-то хитрый план. Не время все подвергать сомнению. Но и не время собой рисковать, опять же. Все же карта вора, пусть это нигде не прописано, но нужно на всякий случай быть внимательным к паролям аккаунтов, к вашим платежным системам, имеется в виду пароли, или к вашим сумочкам, кошелькам, к вашему имуществу, движимому и недвижимому. Может быть, вы оформляете какие-либо документы, и здесь тоже быть в моменте здесь и сейчас. Не расслабишься, не уйдешь в какую-то экзальтацию. Все же экзальтация идет по карте Верховная Жрица. Вот просчитать что-то или предусмотреть, как я сказала, находится жрица между двух колонн. То, что скрыто, и то, что наяву. И вот как, где-то предугадать альтернативный вариант развития событий вам определенно стоит на этой неделе. Мало того, что реалистом быть, а еще и видеть на пару шагов вперед. Понимать, в какой местности вы находитесь, кто вокруг вас, кто есть ваше окружение, для того, чтобы для себя не создать помех. Но есть еще такой момент по семерке мечей, когда нас не должны одурачить, в каком плане, когда вы можете забрать свое что-то. И тогда это нам карта будет говорить, ты должен предпринять что-то очень аккуратно, продуманно. Где-то ваши действия должны быть тоже скрытыми. Если буквально, пусть не в этой колоде, в другой колоде, если есть какое-то дело в вашей жизни, к примеру, есть какой-то предмет, который у вас забрали и присвоили себе, и вы никак не можете вернуть. Вот каким-то хитрым способом вы как раз можете это сделать. Для кого-то из вас вы можете, другая ситуация, я, к примеру, разные варианты. Вы видите, что какая-то, опять же, в неожиданностях ситуация начинает быть, или опасной, или может стать турбулентной. И тогда, может быть, у вас появится желание, какой типа английский. С одной стороны, карта говорит, вы можете это сделать, но сделать это как-то элегантно, красиво, с учетом Верховной Жрицы. Я могу в целом предположить, что кому-то придется, словно извернуться, выкрутиться из какого-то создавшегося положения, чтобы вас, мои дорогие, не оставили в дураках. Или вас не оставили ни с чем. Или это вы предусматриваете конкретного такого человека, который вас обманывает. Но сами мы, понятно, тут не обманываем, хитрых планов не замышляем. Что же вам будет помогать? Карты живут своей жизнью. Когда мы приводим мысли в порядок, когда мы надеемся сами на себя. И если у кого-то, кстати, иногда это бывает, по четверке мечей, нас карта немножко переключает на состояние нашего здоровья. Если вы чувствуете или есть конкретное недомогание, которое больше ставит перед вами вопросов, нежели дает ответов, то тогда не нужно думать, что пройдет само.
тогда нужно обратиться к специалисту. И тогда вот эти все карты будут как раз и говорить, если есть что-то, что тебя беспокоит, не нужно додумывать, не нужно гадать, хоть на чем, хоть на картах, хоть на кофейной гуще, нужно обратиться к специалисту. И нужно знать о себе что-то наверняка, иначе ты сглупишь и упустишь время. И потом ты его не наверстаешь. Поэтому будьте внимательны, я бы сказала, к своему здоровью. Не имеется в виду именно даже что-то новое. А для кого-то может быть какой-то симптом, я об этом говорю, то, что вас беспокоит какое-то конкретное время. Или, мои дорогие, есть какая-то данность, которая связана с оформлением документов, и тогда вы тоже лучше обратиться к специалисту, обратиться к нотариусу, обратиться к адвокату, к юристу, чтобы, опять же, что-то знать наверняка и, руководствуясь этим, привести мысли в порядок. Вообще, я бы не сказала, с учетом всех этих карт, карта дурака не предусматривает, что мы куда-то торопимся. Одно неловкое движение, и можно свалиться в этот омут. И, кстати, 4 мечей, она тоже нам говорит о том, что возьми паузу. Это помогает. Что скрыто? Праздник после победы. И, видимо, вы должны прояснить все вопросы, расставить все точки над «и», чтобы не было в вашей судьбе каких-то скрытых мотивов, пятен или то, что вам непонятно. Вы можете также важные разговоры какие-то в эту неделю провести, причем полной эмпатии, мои дорогие, планетарно правда. Вот этот период, начала августа, может проиграться так для вас, что вы разберетесь с вашим партнером, если до этого вы что-то додумывали, а здесь вы можете что-то проговорить, узнать опять же наверняка, если это был какой-то важный разговор. Но какой-то праздник после победы вас определенно ждет. Дела, работа, бизнес, башня. Собой точно не рисковать, и все то, что я сказала по нулевому аркану, это где-то проигрывается. И не только буквально, да, нам девушка показана над обрывом, а у кого-то это может по делам, по работе, какое-то путешествие, может быть, было запланировано, обстановка поменялась, и тут тоже будьте внимательны. Конечно, аркан башня подразумевает такие энергии, пусть не в этой колоде карт, в другой, как Его Величество случай нам помогает успеть как будто запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вы можете что-то вовремя ухватить или вовремя на что-то, может быть, согласиться или от чего-то отказаться. У каждого здесь по-своему. Карта башни может еще означать, что ведь это всегда, по крайней мере, по первым картам Таро, башня подразумевалась как какая-то преграда или тюрьма. Почему от удара молнии рушатся стены? То есть рушатся какие-то оковы. Но нам этот период кажется турбулентно сложным, потому что мы не знаем, как поступить. Пусть была эта тюрьма, но были стены, мы могли подержаться, а теперь и стен нет. Какая-то невесомость полная, и мы как будто в полете. Вот такое состояние по делам, по работе, по вашим решениям. И тогда нужно быть предельно внимательным. Действительно, если нужны какие-то консультации, нужно сделать так, чтобы себе не навредить. Поспешность точно вам здесь не будет помогать, мои дорогие. Хотя поспешность это основанная на импульсе. А если очень тонкий нюанс, если кто-то вам предлагает, ну, вот как будто какой-то выход из сложной ситуации, то тогда есть смысл просчитать и, может быть, как раз согласиться, чтобы вот этот праздник после победы состоялся. Но собой не рисковать, я бы сказала, это первое, о чем вам говорят карты. Финансы. Новые способы заработка, новый, может быть, вид деятельности. Для кого-то из вас сдача экзаменов, может быть, и для кого-то, может быть, нужно оплатить еще этот экзамен, и так бывает. Но вообще это карта перехода, жизненного перехода, когда мы дополнительно ищем сведения, какую-то информацию, мы работаем, как и со знаниями новыми, или пусть это будет означать, что вы ищете информацию, может быть, в интернет, но шаг за шагом вы уже обрастаете какими-то новыми сведениями,
И можно, ну так отчасти в каком-то направлении вы уже становитесь почти как специалистом. Иными словами, эти знания вам помогают заработать деньги. Или каким-то образом правильно оформить документы, что в конечном итоге тоже будет или денежный приход, или как вы будете зарабатывать деньги, как вы будете получать деньги. Тут у каждого по-своему какая-то ситуация, но как будто сведений каких-то вы должны добавить, потому что в последующем эта карта обещает увеличение дохода. Значит, вы можете еще что-то, даже если вот, предположим, да, были какие-то задержки, связанные с платежными системами, тогда по 16-му аркану башня это новые правила вступают или новые силы, новые законы, и вам нужно найти альтернативный вариант, каким образом к вам будут приходить деньги. Вот у кого-то банально может быть так. Или какая-то подобная ситуация. Но всегда, посмотрите, по тройке Пентаклей это всегда есть выход, причем с таким прогрессом хорошим на далекое будущее. И у нас трое сплетают светофор, еще пару стежков, и он уже будет готов, зеленый свет. Вот что-то вы делаете продуманно, и по финансам тоже. Личная ситуация. Семерка Пентаклей. Вот для тех, кто людей, ну, в паре, людей семейных, это укрепление ваших отношений или это укрепление вашей финансовой позиции, вашей пары, вашей семьи. Семерка Пентаклей может и говорить о том, что вы будете искать работу на дому. И вполне вероятно ту работу, когда вы рассчитываете сами на себя, и ваш доход, он тоже будет строиться из того, что вы можете работать как и на дому, так и в любой точке мира. Вот у кого-то и такая ситуация тоже может проиграться. Именно потому, что, может быть, планируется какой-то переезд или отъезд в связи с какой-то обстановкой. Меня смотрят люди из разных стран. По семерке Пентаклей есть всегда прогресс, потому что дерево денежное буквально нам показано. И это могут быть как деньги в рост, это могут быть и отношения надежные какие-то, безусловно. Но надежные отношения в каком-то уже контексте с материальным благополучием, все же Пентакли. И вы будете тогда в паре в своей обсуждать, как обустроить какое-то дело, которое тоже завязано с финансами. Или по этой карте мы можем, кстати, ждать готовности конкретного документа или готовности какого-то срока. Проходит тоже своеобразное ожидание. Или когда вы берете паузу, чтобы разобраться в каком-то вопросе. И так может быть. Сама по себе неспешность. И, кстати, Верховная Жрица, она тоже говорит, ты никуда не торопись. Есть тот пункт или дело, или тема, с которым ты должен разобраться наверняка, не приблизительно, а что-то должно быть четко. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.